Всем добрый день! Меня зовут Анна Тюмерова, и сегодня мы с вами будем делать вот такой зимний букет с крокусами. Очень красивый, эффектный, и я думаю, вам он очень понравится. Еще мы с вами научимся делать вот такие декоративные шарики для декора букетов из конфет. Для изготовления этого букета я беру вот такую корзиночку. Я решила в этот раз взять именно такую. Ширина моей корзинки 18 сантиметров, длина 20 и высота 33 сантиметра. Букет я буду собирать именно в нее. Для ее заполнения я беру вот такой кусочек пенопласта. Плюс я беру конфеты. Так как букет у меня будет в зелено-белой цветовой гамме, я беру вот такие зеленые конфеты. Мои конфеты называются ореховая роща. В принципе, можно взять любые конфеты зеленого цвета, куполообразной формы или какой-нибудь другой. Мы с вами будем делать белые крокусы, а крокусы можно сделать с любыми конфетами. Но мне хочется, чтобы серединка была зеленая, поэтому я беру зеленые конфеты. Гофрированную бумагу я беру двух оттенков: белая для цветочков и зеленая для ножек цветочков и для основы. Еще я беру вот такую салатовую пленочку, именно с ней я буду делать эффект травки в моем букете. Также беру шпажки, можно взять зубочистки, если вы будете делать не очень высокие цветы, но я предпочитаю брать шпажки, потому что с ними можно делать любую длину цветочка. Еще я беру вот такую флористическую проволоку двух вариантов. Одна у меня 0,6 мм толщиной, другая 0,8. Специально беру двух вариантов, чтобы одна была немножко потолще, другая чуть потоньше, более податливая и гнулась, чтобы лучше. Если у вас нет двух вариантов, можно взять одну, которая есть. И для моего букета мне пригодится еще обычная пищевая фольга. Ее мы тоже сегодня будем использовать для нашего букета. Дополнительно ко всем этим материалам я беру еще вот такую ленточку. Она у меня такая в форме волны. Ею я буду декорировать ручку моего букета. Начинаю я сборку корзинки с подготовки самой основы. Для этого пеноплекс обрезаю нужные мне формы, чтобы он легко влез в корзинку. И оборачиваю его гофрированной бумагой. Получается вот такая корзинка с основой, и в нее мы будем собирать наши цветы. Теперь беру проволоку и нарезаю ее на кусочки. Ту, что потолще, нарезаю примерно на 10 сантиметров высотой, а проволоку потоньше я делю на 6 кусочков. 40 сантиметров длиной я делю на 6 кусочков. Мне не обязательно, чтобы они все были прям ровно одинаковые. Главное, чтобы они были чуть-чуть покороче. У меня получаются вот такие кусочки проволоки. Теперь я беру фольгу и делю ее на такие кусочки примерно 10 на 10 сантиметров. Это могут быть не квадратики, это могут быть прямоугольники, но примерно, чтобы это были вот такие кусочки. Из них я сминаю маленькие кружочки. Вот такие маленькие кружочки я делаю из фольги. Получаются такие красивые декоративные шарики, которые мы будем использовать в нашем букете. И когда мы их наделали определенное количество, мы начинаем собирать их в веточки. Я беру один шарик, на этот шарик я капаю маленькую капельку клея и вставляю туда в проволоку, прям прокалывая фольгу. И получается вот такой шарик на проволоке. Одну проволоку я беру потолще, и две я беру те, что потоньше. Я буду делать такие веточки, где 3 шарика. Сделала такие 3 веточки, теперь соединяю их друг с другом. Примерно на одной высоте, чтобы были эти шарики. Капаю капельку клея и соединяю их при помощи гофрированной бумаги. Конец тоже креплю при помощи клея. Получается вот такая веточка. Ее я немножко раскрываю в разные стороны, и получается очень красивый декоративный элемент для наших букетов. Именно такими шариками мы и будем украшать сегодняшний букет.
Вот так вот делаю большое количество таких шариков и дальше продолжаю соединять их по 3 штучки, чтобы делать из них маленькие такие веточки с ягодками. Теперь мне нужно задекорировать эту ручку ленточкой. Я беру нашу ленту, которую мы приготовили, и просто на термоклее ее приклеиваю к ручке. Сначала приклеиваю в самом начале, а потом по всей ручке от начала до конца. Клею я ее буквально на капельки клея местами. По всей ручке клей не наношу. У нас получается вот такая красивая декоративная ручка, украшенная ленточкой. Для букета я приготовила крокусы из белой гофрированной бумаги. Мастер-класс по этим крокусам вы можете посмотреть на моем канале Bukit7.ru TV. Я обязательно оставлю вам ссылочку сверху и под этим видео. Думаю, в этом мастер-классе вам будет все понятно. Единственное отличие от того мастер-класса лишь в том, что я взяла гофрированную бумагу белого цвета. А остальное все то же самое. Теперь из пленочки зеленого цвета я вырезаю квадратики 12 на 12 сантиметров. У меня получаются вот такие заготовочки, из которых я буду делать фунтики. Я беру квадратик, складываю его так, чтобы было 4 ушка, в середку капаю капельку клея и вставляю туда зубочистку. Закрываю и прижимаю. Вот такие фунтики у нас получаются. Эти фунтики мы и будем использовать для нашего букета. Каждый цветочек у нас выглядит вот так, и им тоже нужно сделать фунтики. Я беру те же самые квадратики, наношу термоклей по низу и оборачиваю ими цветочки. Все цветочки я оборачиваю вот так вот. При том, что, смотрите, я не прижимаю слишком близко к цветочку. Создается такой объем из этих фунтиков. Нам это нужно специально для того, чтобы был эффект травки в букете. Каждому цветочку мы создаем такую юбочку. Получается множество таких цветочков в юбочках. Теперь собираем корзинку. Я расставляю цветы в хаотичном порядке, так как мне нравится. Просто на глаз, как бы мне хотелось их расставить, я так и расставляю. При том, что стараюсь их расставлять достаточно свободно, чтобы декор, который мы с вами приготовили, умещался между цветами. Думаю, по кругу у меня получится 10 цветочков. Вот такая красота сейчас получилась. 10 цветочков я прикрепила по кругу, и остальные 5 я вставлю посередке. Сейчас наша корзинка выглядит вот таким образом. Виднеется основа, и все это некрасиво, и поэтому мы сейчас берем те фунтики, которые заготовили, и вставляем в нашу корзинку. В первую очередь я начинаю заполнять корзинку по краю, формирую красивый край. Сделав красивый низ корзинки, начинаем заполнять все пустые места уже в самой корзине. Заполнила все промежутки между цветами фунтиками, и теперь осталось задекорировать эту корзинку декором. Для декора мы приготовили вот такие вот шарики, ими и будем сейчас декорировать. Я беру одну веточку с шариками, раскрываю шарики немножко в разные стороны, так, чтобы они находились друг от друга чуть-чуть на расстоянии. Беру корзиночку и вставляю эти шарики между цветами. Вот таким образом. И так вот на расстоянии друг от друга на определенном я расставляю шарики прямо в основу. И получается очень красивый такой эффект. Возникает ощущение, как будто у нас снежные комочки раскиданы между цветами. В деле смотрится это очень красиво. А декор, согласитесь, на самом деле очень простой. И вот такая корзинка у нас с вами получается в результате. По-зимнему снежная, красивая и эффектная. В бело-зеленой цветовой гамме. А такой милый декор из фольги можно использовать для различных оформлений новогодних букетов, поделок, веночков или еще каких-то рукодельных вещей. Это будет смотреться очень красиво, эффектно, а по расходам это достаточно бюджетно. Вот такой букет у нас с вами получился. Спасибо, что вы были вместе со мной. Вместе со мной делали этот букет. С вами была Анна Тюмерова. Подписывайтесь на канал и до встречи на следующих мастер-классах. Пока-пока!